Рада приветствовать всех любителей вязания. В этом видео хочу показать вам вот такой интересный ажурный узор, который я нашла в японском журнале. Но прежде всего я хотела бы поблагодарить всех зрителей моего канала, которые смотрят мои видео, интересуются, реагируют и оставляют комментарии. Это очень стимулирует, очень вдохновляет меня. Я отвечаю на все комментарии. Если я вдруг вам не ответила, это значит просто не пришло уведомление, и я не увидела ваш комментарий. Пожалуйста, продублируйте его, и я обязательно отвечу. Также в комментарии дают ощущение живого общения. Я понимаю, что вам интересно, какие моменты, какие видео вам снимать и что вам показывать. И вот к моему предыдущему видео было очень много комментариев с просьбой сделать полный мастер-класс вот этой маечки. Честно скажу, полный мастер-класс я не думала делать, потому что я отсняла мотив. Сама маечка в исполнении достаточно простой мне показалась, и к вечеру я ее уже закончила. Но так как очень много было комментариев именно с просьбой полного мастер-класса, конечно же, я откликнусь на вашу просьбу и в ближайшее время сниму полный мастер-класс этого изделия. И хочу сказать, что я очень много вяжу, и многие узоры, кофточки, которые я вам показываю в своих видео, я тоже провязываю. Если вам что-то интересно, вы просто дайте мне об этом знать, чтобы я понимала, что вас интересует. Спасибо всем моим зрителям. А сейчас вернемся к сегодняшнему узору. Вот такую красоту я нашла в японском журнале. Мне понравился этот узор тем, что он одновременно и ажурный, и объемный. Это очень, с моей точки зрения, интересное сочетание для вязания кардигана, прежде всего летнего, но и в более теплом варианте будет смотреться также очень интересно. Но кроме того, этот узор подойдет для вязания маечек как полностью узором, так и его элементом, как, например, вот на этой модели. Как видите, этот узор в этой модели сочетается с резинкой и с рядами изнаночной и лицевой глади. И очень интересно, эффектно смотрится. Здесь, кстати, тоже интересное построение самой маечки, которая именно и бросилась мне в глаза. Вот этот узор в исполнении настолько прост, что я думаю, что справится и мастер начального уровня, который умеет вязать только гладь, убавление 2 вместе, накиды и все, потому что здесь больше никакие элементы не используются. Вот так выглядит он при вязании снизу вверх. Он формирует незначительную волну. Но эту волну сформировала я при ВТО, потому что, как вы увидите в конце видео, волна, именно которую формирует сам узор, она в 2 раза где-то меньше. То есть она практически не видна. И если вы решите изделие посадить на манжет, вам ничего для этого делать не нужно будет. Или же, если будете вязать от горловины и хотите, чтобы край был ровный, то же самое. Просто не вытягивайте вот эти уголочки при ВТО, и все у вас будет ровным и гладким. Итак, вот так этот рисунок смотрится при вязании от горловины. С моей точки зрения, намного интереснее, чем снизу вверх. Но это мое субъективное мнение, которым я просто с вами делюсь. Изнаночная сторона его выглядит вот таким вот образом. Интересная. И вот по изнанке четко видно, что это шахматный узор, рисунок, который формируется в шахматном порядке. Для его исполнения подойдет практически любая пряжа из гладких. Также подойдет тонкая ленточка и пушистые виды пряжи. Спицы я бы рекомендовала подбирать исключительно по рекомендациям производителя и вашей плотности вязания, так как никаких особых предпочтений этот узор не имеет.
Раппорт его составляет 18 петель в ширину и 16 рядов в высоту. Вместе с вами я буду провязывать один раппорт узора, это вот эту его часть. И в высоту вот она. Поэтому я набрала 21 петлю. Здесь 18 это петли узора, 1 петля симметрии и 2 кромочные петли. Если же вы вяжете по кругу, вам нужно набирать количество петель кратное 18. Давайте начнем. Первый ряд. Кромочная петля, я ее просто переснимаю и начинаю вязать раппорт узора. 3 изнаночные. 1, 2, 3. 2 вместе лицевой с наклоном влево. При убавлении влево на вас должна смотреть вторая дужка петли, чтобы петли не получались скрещенными. У меня петли расположены правильно, поэтому я их просто провязываю одной лицевой петлей. Если же у вас иначе расположены петли на спице, вы просто меняете их размещение. Далее 4 лицевые петли, 2, 3, 4, накид, лицевая, накид, 4 лицевые, 2, 3, 4, 2 вместе лицевой с наклоном вправо. При убавлении вправо петли должны быть расположены классически, то есть первая дужка смотреть на вас. Я поменяла расположение петель, так как они у меня были расположены иначе на спице, и провязываю их одной лицевой петлей вот таким вот образом. Далее идет 2 изнаночные петли, и на этом заканчивается раппорт узора. Вы вяжете то количество раппортов, которое нужно для вашего изделия, повторяя с 1 по 18 петли. При поворотном вязании ряд заканчивается петлей симметрии, здесь она изнаночная, и кромочной петлей. Все четные ряды в этом узоре провязываются по рисунку. Накиды при поворотном вязании провязываются изнаночной петлей. Если же вы вяжете по кругу, то, соответственно, четные круги вы провязываете также по рисунку, по узору, а накиды провязываете лицевыми петлями. Я думаю, здесь никаких сложностей не возникнет, поэтому я четные ряды буду провязывать за кадром. Третий ряд. Кромочная петля, 3 изнаночные, 1, 2, 3, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые, накид, 3 лицевые петли, накид и 3 лицевые, 2, 3, 2 вместе лицевой с наклоном вправо и 2 изнаночные, 1, 2. Я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю изнаночной петлей симметрии и кромочной. Пятый ряд. Кромочная петля, 3 изнаночные, 1, 2, 3, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 1 лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 лицевые петли, 2 вместе лицевой с наклоном вправо и 2 изнаночные. Я закончила вязать раппорт узора. Ряд заканчиваю петлей симметрии и кромочной. Седьмой ряд. Кромочная, 3 изнаночные, 2, 3. 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном
вправо. Я меняю размещение петель и провязываю одной лицевой. Далее идет накид, 3 лицевые петли, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо и 2 изнаночные петли. Я закончила вязать раппорт узора, ряд заканчиваю изнаночной петлей симметрии и кромочная петля. 9 ряд. Начиная с 9 ряда я буду вязать этот узор только со смещением в пол раппорта. Нового запоминать здесь ничего не нужно будет. Итак, кромочная, 1 лицевая петля, накид, 4 лицевые, 1, 2, 3, 4. 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 5 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5. 2 вместе лицевой с наклоном влево. И вот здесь вы можете себя проверять. Вот эти убавления, вот эта линия, она переходит в убавление второй половины раппорта. Вот у меня эта линия, значит, здесь я провязываю 2 вместе лицевой с наклоном влево. 4 лицевые петли, 2, 3, 4 и накид. Я закончила вязать раппорт узора. Вы вяжете с 1 по 16 петлю, повторяя то количество раппортов, которое нужно для вашего изделия. И акцентировать хочу внимание, что раппорт узора в этом ряду заканчивается накидом. Не пропускайте его. Ряд я заканчиваю петлей симметрии лицевой и кромочной петлей. 11 ряд. Кромочная петля, 2 лицевые, накид, 3 лицевые петли, 2, 3. 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 5 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5. 2 вместе лицевой с наклоном влево, 3 лицевые петли, накид и 1 лицевая петля. Я провязала раппорт узора. Ряд заканчиваю лицевой петлей симметрии и кромочной. 13 ряд. Кромочная петля, 1 лицевая, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 2 лицевые петли, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 5 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5. 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо и накид. Этот раппорт заканчивается также накидом. И вот я провязала раппорт узора. Ряд заканчиваю лицевой петлей симметрии и кромочной. 15 последний лицевой ряд этого узора. Кромочная петля и начинаю вязать раппорт узора. 2 лицевые, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево, накид, 1 лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 5 изнаночных, 1, 2, 3, 4, 5. 2 вместе лицевой с наклоном влево, 1 лицевая петля, накид, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, накид и 1 лицевая. Я закончила вязать раппорт узора, ряд заканчиваю петлей симметрии и кромочной.
И вот так выглядит этот узор. Видите, волна, она небольшая есть, то, о чем я говорила, но она совсем крошечная и элементарно вот таким вот образом она ложится при ВТО, если ее не вытягивать. Ну, я вот эти хвостики повытягивала в большом образце. Надеюсь, этот узор вам понравился, и вы с ним свяжете много красивых вещей. Спасибо, что провели это время со мной, и до встречи на канале!